Опа, внезапно. Отправитель. О, а ну! Лололошка. Это что, про меня? Я Рин, а ты кто? Ты погляди, у нас разная эмоция, может быть. Слушай, очень крутая идея. Я одно и то же могу сказать с разной эмоцией. Ой-ой-ой, великий гласиар, хранитель второго региона, повелитель холодных земель и просто огромный монстр. Повержен. Дамы и господа, новая локация разблокирована, открыты внутренние мысли, а также мы приняты в какую-то коалицию. А еще у меня на территории Аннум. Сейчас поговорим. Ну а так, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47, сезон, в котором мы новый хранитель, ё-моё. Да-да-да, босс второго региона повержен, могучий и великий гласиарх уничтожен, а мы получили локацию, новую ратушу, поселение до 10 формиксов и кучу ресурсов в округе. Также Ану и некий Чак пригласили нас в коалицию. Коалиция — это что-то типа клан, гильдия. И я очень надеюсь, что это что-то хорошее. Так, Ану, погоди-ка сейчас. На всякий проверю работяга. Эй, привет, ребят. Рыбак рыбака. У тебя 80 рыбы, нифига себе. 27 скорость передвижения. Напомню, в предыдущей серии у всех была скорость передвижения 20. Мы прокачали познание, работяга, улучшение. Расширяет инвентарь работяги, а также повышает скорость передвижения. И пока что это неплохо. Стоп. Друзья, прежде чем продолжить, хотелось бы рассказать о ситуации, которая нами, то бишь мной и командой, разрабатывалась несколько месяцев. Дамы и господа, я совместно с Лололошка Шоп, а точнее с моим магазином для вас, разработали совершенно бесплатную кликер-игру на сайте, которая дает настоящие подарки. Повторяюсь, полностью бесплатно. Считайте это моим подарком без подвоха. Клянусь. Игра про ферму, где вы кликаете по Лололошка Шоп монетки, покупаете фиксплея, повышаете интеллект, прокачиваете свою ферму монеток, и эти монетки меняете на рубли, на игры и даже сертификаты в моем мерч-магазине. Мне в целом больше нечего сказать, тут нет никакого промокода, потому что, повторяюсь, нет никакого подвоха. Это просто игра, которую мы делали долго, но тем не менее забавы ради. Как говорится, друзья, с наступающим Новым Годом! Ссылка в описании, а мы продолжаем. Ладно, ну, давай, наверное, поболтаем. Что? Кстати, Что? Сейчас же ночь наступит. А? Ночь? О, нет, нет, только не... Что ты ночи боишься? Конечно, ночью нападают шакалы. Ты только не плачь, не надо. Хочешь, я с тобой останусь? Не то чтобы я такой уж сильный, конечно, но я все же старше и опытнее тебя. Ого, а ты еще и смелый, что ли? Да, пожалуйста, оставайся. Хорошо, конечно. Спасибо, Ану. О, мудрецы объявили неделю диеты. Все юниты едят на 20% меньше риса. Имба, хорош. Йо, в этот раз это очень удачная неделя. Неделя? Неделя это сколько? Вроде как 3 дня, но я точно не знаю. Ага, какой-то ты не очень большой. Ну да, не очень. Да. А Чак знает? О, да, конечно. Чак все знает. Он очень мне помог. И, надеюсь, поможет тебе. А зачем? В смысле? Ну, зачем Чак помогает? Мы же не можем ему помочь. Ну, я не знаю. Мне кажется, он просто добрый очень.
Чак? Ну да. На первый взгляд так и не скажешь. Это да. Но именно благодаря ему и ребятам из коалиции я здесь сейчас с тобой. И могу временно покинуть свой мир. Покажи, как ты управляешь формиксами, кстати. А что? Точно так же, как и ты. Через мою любимую вилку. Что? А, прям показать? Окей, режим контроля. Так, ну погляди, вот у меня рыбак, да, вот у него еда. Я такой сдать. Он очень быстро доходит, сдает и снова идет на рыбалку. Поплавок дернулся. Давай. Собственно, как-то все. О, ты молодец. Меня они иногда почему-то не слушаются. Что? Могут? Не понимаю, в чем проблема. О, ну... О, черт, это шакалы. О нет, опять! А! Они мне уже надоели! Вы что делаете? Лучник! В атаку! Рекрута нанимаю! Работягу нанимаю! О, черт, нет, закончились ресурсы. Рекрут, боже, он не успеет наняться! Понимаю, меня тоже в покое не оставляют. Ну ничего, хорошо, что ты со мной, Ану. В этот раз плохо будет им, а не мне, потому что со мной мой друг. Ну не знаю. А, что? Ой, ложка, я, кажется, немного сглупил. А? В смысле? Да у меня последнее перемещение за сутки. Если я телепортируюсь, я не смогу вернуться. Что? Ну класс, это... Да, попрости, Выдвигай. пожалуйста. Я могу помочь, может, моральной поддержкой. Что? Моральный? Это что? Вперед, ложка. Давай, покажи им, ты порвешь их. Ну, я не уверен, что это помогает. Скорее мешает. Прости, пожалуйста. Тогда я просто стою рядом. Надеюсь, ты чувствуешь мою поддержку. Ну, что я могу сказать? О, видишь, ты справился сам. Поздравляю, друг. Спасибо. Блин, на самом деле это было сложно. Если бы я не нанял рекрута, то, ну это кранты. Вы посмотрите, как мало у него хп осталось. Тут реально прям жестко кайтить нужно удары врагов. На всякий случай сразу вот это все забираем. И 323. То есть, по сути, я нанял рекрута и вернул себе версиформ. Удобно. Ладно, что там еще раз? А ну-ка. Видишь, ты и сам справился. Поздравляю, друг. Спасибо. Ага. Если бы ты помог, как обещал. Ой, смотри, у меня прям эмоция меняется. Фига. Ну, вообще, спасибо. Слушай, а у тебя теперь много дел, наверное, да? Надо здание восстанавливать и количество формиксов. Ну, не, я никого не потерял, кстати. А у тебя много дел? Да. Пожалуй, мне стоит заняться делами. Надо формиксов проверить. Ну ладно, понятно. Эмоции такие говорящие. А то, знаешь, они у меня постоянно умирают от голода. Что? Ты не кормишь формиксов? Ты ужасный стратег, Ану, ты ужасный. Да уж. Да, прости, друг. Глупо получилось. Ну все, хорошо. Я действительно иногда забываю про очевидные вещи. Правильно Чак меня ругает. Ничего, ты научишься. Ну, надеюсь. Так, ну ладно, все. Теперь мне точно надо идти. Пока, ложка. Пока, Ану. Забавный, добрый парень. Что касаемо моего здания, ну... это трешатина. Режим контроля. Так, мне нужен новый работяга, нанимаем. Главное, что еды у меня много. Так, лучник. Железный глаз. Слушай, если нападают отсюда, то, наверное... вот здесь стой, и еще рекрут. Ты будешь стоять вот здесь. Ты, работяга. Пора работать. Строй, чини, и ну-ка, как это работает? О, оно прям реально восстанавливается. Погоди-ка. Да!
Реально восстанавливается. Супер. А, подожди, а ресурсы какие-то тратятся? Режим контроля, ну-ка. Да. У меня на каждый блок 1 эфир тратится. Это пипец дорого. То есть 1 эфир это 2 хп, и на все про все надо потратить примерно 150. Блин, ну да, это все-таки действительно дорого. Сейчас очень важно нанять еще работяг. У меня 3 населения доступно. И давай-ка найму я его на эфир. Как раз. Расчищай здесь территорию. Как насчет тебя, Рудокоп? Где копать? О, 210. Капец, какое крутое улучшение на инвентарь и на скорость передвижения. Нанимаем еще одного, кидаем на версиформ, и в итоге остается последний слот. Эй, доброе утро. Привет. Доброе утро. О, вижу, ты в хорошем настроении. Ночь прошла хорошо. Ну вообще так себе. Что случилось? На меня опять начали нападать. Опять? Что-то зачастили. Не нравится мне это. А как же Ану? Разве он не был с тобой? Был, но он не смог помочь мне. И почему? Что-то про последнее перемещение за сутки. Понятно. А ну, как всегда. Я понял. Ану очень любит ходить по чужим мирам, забывая о своем поселении, тратя при этом последние телепорты. На самом деле мне даже жалко Ану. Хочется как-то его поставить на путь истины, сказать: «Эй, дружище, ты как бы про поселение-то не забывай». Кстати, я тут глаз Гласиарха принес. Кажется, мне нужно то самое. Продать. Хо-хо-хо. Я, конечно, могу ошибаться, и, может быть, лучше не продавать, а... Опа. Внезапно. Что тут за сообщение? 5-е уже, кстати. Отправитель. О, Ану. Лолошка. Мне кажется, это Ану. Потому что, очевидно, тут 3 буквы. Получатель Эмма. Мне кажется, да. Время отправления 52 секунды назад. Полнота сообщения 33%. Да, это точно Ану. Что-то типа: ты тоже хочешь познакомиться с Лолошкой? Давай увидимся. Вот, наверное, что-то в этом духе. Короче, придет какой-то Я думаю, это женщина М. Это что, про меня? Или кого-то так же похоже зовут? Надеюсь, нет. Ивет сказала, что у меня необычное имя. Это правда? У тебя самое необычное, Лолошка. Самое, поверь. Лучше имени не придумаешь. Все, не думай об этом. Давайте так, глаз Гласиарха пока что не продаем, потому что у меня слова открылись, и там наверняка много всякого крутого. Ну-ка. Вот, склад. Это, изучается, очевидно. Так у меня вообще все изучается. Блин. Я ничего не могу выбрать. Зато мне в любом случае хватает на филиал склада. Познание этого навыка позволяет построить филиал склада, доставляет все добытые ресурсы прямиком на главный склад. Эйдосы 5. Бам! Познание получено. И, пожалуйста, хоть бы ты был недорогим. Привет, эфиросборщик, как дела? Я слышу шепот потоков. Ага, молодец. Слушай, скажи, отойди. Скажи, пожалуйста, вот что у тебя? Склад появился? О, филиал склада. Сколько? Подожди. А где просто склад? То есть новый склад построить нельзя. Ты погляди, склад может быть только один, вот этот. А вот филиал — это уже штука дорогая. 150 эйдосов! Я его хотел куда-то вот сюда влепить, чтобы они таскали близко. Какие же я, знаете... Восходящий поток. Обнадеживающие планы строю, а потом разочаровываюсь. Ладно, иди дальше добывай. О, Эйдос? Что? Даже так слова разблокируются? Круто! Или я только типа сейчас начинаю осмыслять эти слова? О. Чак. Эй, Чак! Привет! Чё ты вылупился, мелюзга? О. Мелюзга. Ну, понятно. Привет! Чё? Удивительно, ты первая. Опоздала меньше всех. Я считаю, что это достижение.
Ах, с вами просто невозможно. О, О, привет, Буф! Ах, здравствуй, Буф. что происходит? О, господи! Всем привет. Привет, Рудольф! Так, ну что, кого не хватает? О! Точно. Есть же еще Ану. Совсем забыл про его существование. Привет всем. Так, ладно, Рудольф здесь, Буф здесь. Точно. Эмма. Эммы нет. Да? О, точно! Да, ребят, она написала, сказала, что не сможет прийти. Она еле успевает накопить на новый уровень. Так а мы-то ей на что? Мы бы помогли. Рин, ты же знаешь Эмму. Она всегда все старается сделать сама. Да, знаю. Не хочу быть обузой и все в таком духе. Абуза. Хорошее Так, слово. так, все, мелюзга, хватит болтать, а! У меня от этого жужжания уже голова разболелась. Короче, ты и ты. Давайте мы сначала разберемся с важным делом, а вы потом можете хоть до посинения болтать. Не, ну честное слово, мы сегодня здесь собрались, потому что вот этот ушастик Так. хочет, чтобы мы вот этого глазастика приняли в нашу коалицию. О, какой милый. Привет, я Рудольф. А тебя как зовут? Меня... Никак! Валите из моего мира! Меня зовут Лололошка. А почему вас так много? Да, реально, почему вас так много? Коалиция все-таки, да, но... Да. Слушай, ты прости нас. Не стоило, конечно, вот так толпой. Эй, ну ты чего? Все хотят посмотреть на новенького. Я Рин, а ты кто? Ты погляди, у нас разные эмоции, может быть. Слушай, очень крутая идея. Я одно и то же могу сказать с разной эмоцией. Так, ну тогда... Давай попробуем нейтрально. Меня зовут Лололошка. Добро пожаловать в нашу коалицию. Мелюзга, давайте все-таки пока не то, чтобы добро пожаловать, потому что этот у нас пока на испытательном сроке. О, Чак, вечно ты со своими руководительскими замашками. Че? Ну нам и так мало кого удается завербовать, а ты еще со своими испытательными сроками. Слышь, Рин, мне напомнить тебе, как однажды это буквально спасло Анну жизнь, а? То, как я пристально следил за новичком. Да, я всегда буду тебе благодарен. Короче, знакомьтесь с ним. А у меня еще куча дел. Да, куча. И на вашем месте я бы особо не задерживался. Скоро всем на новый уровень переходить. О, точно, кстати. А мне еще нужно успеть кое-что сделать. Так, рада была познакомиться. Еще увидимся. Пока. Эй, слушай. Да, Чак, конечно, может показаться не самым приятным существом на первый взгляд, и... на второй, на третий... Но он очень добрый в глубине души, правда? Друзья, вы это... Я, наверное, тоже пойду. Стой! Ну? А? Что? А у тебя разве не последнее перемещение оставалось? Да, ты об этом. Я сглупил немножко. Перемещение было последним за предыдущие сутки, но наступили ведь новые. А когда наступают новые сутки? Все просто. Когда закрывается глаз, с наступлением ночи. Ну? Но шакалы же напали после закрытия глаза. Да, Ложка, я знаю. Ладно, прости, пожалуйста. Я просто не сообразил. Пока. Куда? Типичная Ану. Если он сильно смущен, то часто не выдерживает и убегает в свой мир. Да. Да и мне бы на самом деле в свой пора.
Прости, что мы так внезапно появились и так же внезапно уходим. Не знаю, зачем Чак сказал нам приходить прямо перед сдачей эйдосов, но на самом деле, хоть Чак и жалуется все время на нашу неорганизованность, он и сам не самое организованное существо во вселенной. Но мы еще обязательно зайдем. Конечно, если ты не против. Конечно, да, заходите. Отлично. Жди в скором времени. Пока. Буф. Глаз! Ты погляди, сколько у меня новых знакомых. И это при условии, что еще не была шарманщица. Кстати, а вы поняли? Айтер не в их коалиции. Айтер, можно сказать, сам по себе. Но при этом Айтер я все еще... Не знаю, в нем как будто самого сильного вижу. Как будто это самое адекватное существо. Напомню, что мы ничего не знаем про Циклопа. Он там был, по-моему, 51 уровня. Наверняка сейчас уже больше. А еще не знаем про вот эту голову из 2 серии. Может быть, никогда и не узнаем, но... Может быть, и узнаем. Кто знает, собственно, да? Ну и, наверное, самое главное, что они сказали, скоро сдача эйдосов, поэтому погнали продавать глаз Гласиарха. 75 штучек, отлично. Продать. Остается 9 до 90, но я напомню, что у меня стулья есть, и, по-моему, очень много. Да, 14. Слушайте, а у меня из-за этого эфира много не тратится? Это все-таки дорогая разработка. Остается 1100 эфира, 600 версиформа. Ну, кстати, как будто очень много. Рудокоп у меня уже все вскопал. Давай-ка... Вот, у тебя есть вот тут руда. Иди. У этого работяги эфир. Слушайте, ну на самом деле, с началом новой ратуши стало посвободнее. То есть ресурсы наконец-то появились. Вот тут еще один добывает. Сколько у тебя? Опять работа. 80. Молодец. Какие специализации есть еще? Кстати, эдровый ледник, улучшение, что? Разблокирует в регионе следующее месторождение. Эйдосный гейзер и эфирная скважина. Эфирная. Уровень 9, эйдосы 100, атрибуты 13 интеллекта. Сколько у меня интеллекта? 12. Ну, по идее, я скоро смогу слова разблокировать и все появится. Эдровый ледник, можно строиться. Так, я, кстати, наверное, сам телепортируюсь. Надо собрать вот эти камешки. Как говорится, лишними не будут. Начал здесь будущие навыки изучать и нашел это. Дипломатия. Познание этого навыка позволит вам лучше понимать, как устроена коммуникация между живыми существами, что даст вам ощутимое преимущество при социальных взаимодействиях. В диалоге с другими есть шанс в 20%, что каждое ваше решение будет более осмысленным. Уровень 9 требуется и все. То есть я могу это прокачать, но только тогда, когда соберут эйдосы. А у меня все еще даже не 90. Лолошка, друг мой, я вижу, ты очень популярен, и я рад, что ты заводишь много новых знакомств. Но не забывай и про вещи, которые нужно делать по расписанию. Новый уровень, да? Именно. Ты готов отдать 90 эйдосов, чтобы перейти на следующий уровень? Ну да, все есть, опять же. Готов. О, великолепно. Однако постой. Я помню, что обещал. Что? Ты можешь частично заплатить стульями. Что ты предпочитаешь? Заплатить эйдосами или заплатить эйдосами и стульями? Блин, жалко, что здесь нет ползунка. Знаете, вот когда ты выбираешь, сколько хочешь потратить. Заплатить 60 эйдосов и 30 стульев. Может быть, он типа считает, сколько у меня стульев собралось? Ну хорошо, давай. Что ж, в таком случае я забираю у тебя эйдосы и стулья и перевожу тебя на 9 уровень. Вперед! Ну-ка, на-ка. Сюда сразу. Это кубок как будто какой-то, да? Привет. Какие они забавненькие. Уровень. О, мы теперь осмысляем. О, поздравляю! Спасибо. А теперь скажи мне, какое счастье ты желаешь сегодня? Классическая классика. Усилие, понятие, род. Нет, смотри, усилие это воля, понятие это разум,
Рот — это тело. Я помню, мне нужно тело. Да, там для чего-то я смотрел, не хватает тела, поэтому да, я беру рот. Ага, спасибо. Отличный выбор. Благодаря переходу на новый уровень, твой мир может продолжать развиваться. Иди, посмотри, что тебе стало доступно. Интересно, а коалиция, они знакомы с Айтером и Ивет? Могу ли я им доверять? Пока не очень понимаю, что это вообще значит. Доверять. Но я хочу в коалицию. Кажется, у них весело. Да, они если помогают подарочками еще, то вообще шикарно. Так, и погоди-ка, дипломатия, та самая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не хватает Эйдоса. Одного Эйдоса, черт! Покажите мои стулья, ну-ка. Так, у меня есть одна штука. Продать. Обратно познание и дипломатия. Сюда. Итак, в диалоге с другими существами есть шанс в 20%. Каждое ваше решение будет более осмысленным. Вот непонятно, да? Как это? Что это значит? Сейчас, может быть, кто-то придет, поболтаем, а пока рудокоп. Блин, а руда-то быстро заканчивается. Давай сюда. Раскопки, Стоп. так раскопки. Погоди-ка, погоди-ка. Познание, эдровый ледник. Я ж теперь могу. Требуется 100 эйдосов и 13 интеллекта. Погоди-ка. Слова, хорошо. Наверное, эйдосы я не возьму. 2 тела куда лучше. Рынок, центр обмена. Тоже тело. И последнее эйдос. Блин, ну эйдосов много дает. Правда, они сейчас не то чтобы нужны, поэтому принять. +1 всего. 12 тело, 12 уровень разума и воля. Ну, на самом деле воля как будто, опять же, пока не нужна. Но что точно нужно, это стена. Не хватает только эйдосов. И, конечно же, прокачка ледника. Я хочу эфирную скважину. Обязательно все это сделаем, но уже дальше. Ведь дальше больше. Ребят, спасибо большое за просмотр данной серии. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, что вы можете подписаться, поставить лайк. А еще в моем магазине Lowloshka Shop прямо сейчас раздаются подарки. Просто так. Нажимайте на кликер, играйте, прокачивайте свою ферму и получайте опять же подарки. Спасибо большое вам за вашу поддержку. Я прям обожаю читать ваши комментарии. Ну а вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Lowloshka и Коалиция. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.